Всем огромный привет! На обзоре сегодня Daihatsu Hijet. Вот такая машинка 2009 года. Вот, скажу сразу, купил ее совершенно случайно. Ну как случайно? Когда-то у меня в 2011 году, 2011 я покупал себе тоже Daihatsu. У меня был Daihatsu Terios. Если найду фотографию. А что найду? Прикреплю, вот она, здесь. Вот, была такая. Вот, и здесь случайно наткнулся. Я даже, честно говоря, не знал про такой автомобиль. Тут увидел в продаже. Зашел, посмотрел обзоры. Благодаря интернету в этой сети у нас можно найти все что угодно. Вот, посмотрел, как она ездит по грязи, как она ездит по суше. Но больше всего меня, конечно, удивил здесь функционал этого автомобиля. Я сейчас, конечно, покажу. С виду она очень маленькая. Да, она четырехместная, но грузовое пространство здесь просто отменное. Я вам хочу сказать, я даже нашел видеообзор. Так, данный автомобиль входит пианино даже. Я был в шоке. Вот. Вот такого состояния. 2009 год, я вам хочу сказать, что, блин, для 2009 года состояние просто отличное. Давайте посмотрим. Вот так здесь, в принципе, так все. Автомобиль, в принципе, такой бюджетный. Здесь нет каких-то наворотов. Это комплектация со стеклоподъемниками. Бывают такие механические ручки. Вот так выглядит салончик. Правда, солнце светит. Не знаю, как сегодня будет это все видно. Наверное, будет видно плохо. Вот, примерно все так. Здесь вот такой бардачок. Он, в принципе, объемный. Туда уже много чего я положил. Здесь вот есть такая полочка. Здесь полочек есть. Прикольно. Здесь тут тоже ниша есть такая под рулевой колоночкой. Вот кнопочка ВД полного привода. Спидной тут такой подстаканник. Здесь, кстати, тоже есть подстаканничек такой. Вот он выдвигается здесь. Чик. Удобненький такой. Вот здесь сверху полочка тоже над головой водителя. Здесь вот информация о прохождении ТО, о пользованием как ВД правильно пользоваться. Вот такой вот аппарат. Вот эти сиденья, они полностью складываются. Вот, может, даже с этого сиденья мы тут чай пили, я как-то постелил сюда пакет, чтобы не запачкать. Я здесь сидел, дети там сидели, мы пили чай. Все. Вот такой вот он. Сзади простая скамейка. Так, эта комплектация, на ней имеется печка. Вот она здесь печка имеет, дополнительная имеется. Это тут такой коврик я постелил сразу, чтобы вот этот, вообще легко его достал, вытряхнул, чтобы закрывать здесь вот бортик, чтобы не пачкать. Очень удобно. Здесь этот салон все раскладывается и в ровный пол становится. Я потом это покажу. Двери вообще закрываются нормально. Вот такой вот аппарат. Открывается все отлично. Вот здесь высота тут примерно, не помню, мерил, 1,20 м, по-моему, от потолка до пола. Ширина тоже 1,20 м. И вот длина туда, если сиденье еще выдвинуть, 1,80 м или 1,85 м. Вот. Здесь, в принципе, можно даже полочку ставить. Кто на что гораздо, тут умельцы разные всякие для себя придумывают. Кто что хочет. Сейчас я покажу, как салон здесь раскладывается. Эти убираем, защелки, замки. Вот так вот легким движением руки. Все. Вот, пожалуйста.
так вот все это стоит, ровный пол. Вот так вот можно здесь ложиться. Еще можно сиденье туда задвинуть. У меня 1,70 м рост. Вот так вот. Сейчас еще переднее сиденье подвину. Можно сюда подушечку. Вот, смотрите. Вот такой функционал салона. Я, конечно, был просто в шоке. Что такая маленькая машинка. Ремни я уже, конечно, устанавливал сам. Тоже. Ну, с такой же машины. С контрактного, ой, с конструктора. Сейчас я покажу, как закрываются двери. Задний, 5-я дверь багажника. Никаких усилий. Это не Жигули. Вот, удобно, да? Пикник. Хопс. Стольчик, мангальчик. Вот. Но дверь закрывается вообще, да? Просто отпустила, она сама доводит. Также и эти двери. Ох, даже сильно толкнул. Можно было сделать это все послабже. Все, дверь закрыта. Все. Вот, пальчиком толкнул. Вот это 2009 год, японский автомобиль, представляете? У меня была когда-то девятка 2005 года. Во-первых, в 2009 уже пришлось менять эти пороги. Вот такой вот аппарат. Многие, конечно... Я сам когда-то в первый раз обзор увидел этого автомобиля года, наверное, 1,5 назад на тоже YouTube канале. Я даже не придал значения этому, да, что это за автомобиль, да, как он там работает, функционал, даже ни обзора, ничего не смотрел. А потом, уже когда здесь у себя наткнулся, начал засматриваться. Вот так вот. Ну и задняя скамейка также быстро складывается, так же, как и раскладывается. Вот и все, вот она. Все, она готова, там просто зафиксировать нужно. Сейчас я открою моторный отсек. Моторный отсек находится под сиденьями. У меня Портер когда-то был, тагазовский, там тоже был под сиденьями. Вот имеются здесь вот такие замки. И с той стороны вот замок. Уже просто отстегнуть и так поднимается назад. Мотор у меня стоит контрактный. Он даже видно, вот тут надписи вот эти японские, не знаю, на аукционах или где они там на разборках. Краска даже осталась. Такая розовенькая. Вот он. Видно, вот желтенький. Вот это щуп масляный. А щуп коробки. Отсюда его видно, но я не знаю. Просто, есть люди, которые не знают, где находится. Даже отсюда, наверное, показать. Или тут отсек. Ну, не буду тут поднимать. Вот если вот по направлению пальца смотреть. Вот он, сейчас я покажу. Вот он, такая палочка вот эта. Вот это идет щуп коробки автомат. Тут трехступенчатый автомат. Так, вот. Тут просто провода прикрывает сам щуп. Ну вот это вот там штука от него идет. Вот. Здесь вот находится номер кузова. Кстати, не знаю, так смогу вам показать или нет, где находится номер двигателя. Бывает, что не могут найти номер двигателя. Вот здесь вот находится вот прям за карданом, я не знаю, сейчас видно, вот там видно КФ или что-то, у меня там буквы такие начинаются. Вот получается, вот защита заканчивается.
И сразу, вот там он блестит он. Я его протирал. Вот. Фокусировка теряется, наверное. Так вот снизу все сухо, комфортно выглядит. Коврики Daihatsu, так говорят. Шакены вот эти наклейки. Не разбираюсь, конечно, что у них означает. Ну, там месяц, год, что-то вроде. Вот такой мотор. Ремни даже, ремни я покупал. Но это японские стоят, что-то даже. Вот стоит вот масляный фильтр. Так, пальцем. Вот он там, он черный под этим шкивом. Черный, это Вик Японию я ставил тоже. Фильтра сразу заказал, несколько штук. Вот. Здесь воздушный фильтр. Вот этот снят пока. Кондиционер и ремень. Вот, ну ремни оставил на запас, пока эти нормальные японские. Сейчас заведу, как работает. Это контрактный мотор. Не знаю, как сказал хозяин, он 80 тысяч пробег по Японии. Ну а в России только тут он проехал сколько? 1003, наверное, и все. Вот так вот мотор работает. Трехцилиндровый мотор. Hi-Jet Cargo. Колоночки. Здесь вот тоже такой ниша такая, что-то может. Ну, я перчатки сюда кладу. Здесь вот это корректор фар, угол просто регулируется. Тут под ручку, ну, не знаю, ручку я пробовал ставить, это как-то не совсем удобно, она тут дребезжит бывает. Вот. Ну и сюда тоже ничего не стало. Тут вот тут предохранители. А здесь тормозная жидкость. Бачок. Следить за уровнем. Ну вот так вот. Вот такой вот кратенький обзор Daihatsu Hi-Jet. Подписывайтесь, конечно, на канал. Будут еще сниматься обзорчики по этому автомобилю. И не по этому тоже. Так, что я хотел еще добавить. В общем, Daihatsu Hi-Jet это аналог автомобиля Toyota Pixis One. Вот, это один в один. Два близнеца. Но, насколько я знаю из истории, Daihatsu начали производиться раньше. Вот. А автомобиль, да, хочу сказать, что ну, совсем создан не для трассы. Я думаю, что японцы его сделали для того, чтобы ну, вот, в черте города там, делать доставочки, там, что-то такое перевозить, как коммерческий транспорт. Там, потому что ну, объем грузового отсека, судя по всему, для этого только и придуман. Вот. По городу вообще идеальный вариант. Коробка автомат, полный привод, да, можно выключить, можно включить. Большой просторный грузовой отсек. Вот, можно перевести там, себе, может там диван, холодильник там, ну правда не совсем большой, 1,60 м спокойно перевозил, вмещается лежа. Вот он весь функционал. Вот, для трассы тачка не для трассы, еще раз повторюсь, да, ну 80 по трассе идешь нормально. Ну 90-80 так. Я вот ездил пару раз по трассе, 80 идешь и нормально. Для нее это комфорт, для нее это бережно, чтобы увеличить моторесурс мотора, коробки, да, и всего остального. Ну, я по трассе особо часто не езжу, у меня больше в городском режиме. Для городского режима, я вам хочу сказать, это вообще идеальный вариант. Она узенькая, маленькая. Если, вот как лежит, если снег, да, ну, полный привод включаешь, на любом светофоре даешь газку, не надо там в пол давить.
постепенно давишь и делаешь всех, как говорится, рядом стоящих и потом сзади идущих. Ну а так автомобиль создан вообще по-японски, он создан, ну все здесь по-простому, ничего здесь сложного нету. Качество японское, никаких наворотов-приворотов, мотор, коробка, ходовая часть, кузов, все открывается, закрывается, все крутится, вертится, да. Все моргает, все светит, все поливает, и дворники чистят. Зеркала руками только складываются, нет каких-то электрозеркал. Вот, в принципе, все. Но это не Жигули, я вам хочу сказать, да, Жигули отдыхают, здесь уже, здесь японское качество, здесь кнопочки, у меня и на предыдущей Daihatsu не было никаких проблем, чтобы там стекла, окна, двери, ничего не закрывалось, что-то. Я даже предыдущую Daihatsu там вывешивал вот так вот косо боком, да, у меня двери все легко открывались и закрывались. На девятке порой там багажник было не закроешь. Здесь все по-простому, все по-японскому, все по-надежному. Я считаю, что, ну, для чего этот автомобиль придуман, он свои функции выполняет. На рыбалку вы собрались, пожалуйста, включили полный привод, если вам нужно где-то съехать с асфальта, там грунтовая дорожка, да, там травка, не знаю, песочек, пожалуйста, открываете багажник, там достаете мангал или что-то у вас есть, мячики, там футбольные, волейбольные, баскетбольные, надуваете матрас, может даже там не матрас, а просто какие-то одеяла наложите, пожалуйста, спите, отдыхайте. Кстати, может даже продают, ну, сами знаете, шторки, сетки такие, да, и на природе, пожалуйста, окно открывайте, шторку, сетку ставьте, можно спать, никакие там комары, насекомые, вода, мошка, никто не залетит, никто вас не потревожит, никто вам не помешает. Вот, я думаю, что, ну, для этих целей, для рыбалки, для охоты, да, там, для природы, на дачу, пожалуйста, рассаду перевести, там, какие-то тазики, ведерки, там, ванны, да все можно на этой машине, окна, там, двери, пожалуйста, на дачу, там, ну, многие же дачники есть, там, все на дачу, вот, пожалуйста, такая машина, она и для дачи, и для всего, и для города, и на работу, если надо ездить, ну, вот, как-то так вот. Заводится, все круто, все крутится, все заводится. Кстати, на этом автомобиле, да, можно замену масла производить по регламенту. Здесь вот, кстати, на козырьке, здесь вот с обратной стороны есть рекомендации замену масла производить в моторе каждые 5000 километров. Вот. Масло здесь можно поменять самому, без всякой ямы, без всякого подъемника. Я, конечно, не пробовал, но я с ямы первый раз менял. Вот первый раз я просто купил, я только один раз менял, потому что я, ну, немного еще накатал. Я посмотрел, тут все доступно. С земли проверил, там фильтр доступно, фильтр легко откручивается, закручивается, его не надо там ключом тянуть, потому что есть умельцы, они там ключами затягивают этот фильтр. От руки затянул, сливная пробка тоже легко там доступна, там прям лючок есть в защите. И заливная горловина в салоне. Все, пожалуйста, все легко, спокойно меняется. Если мало ли там где-то что-то может, кто-то там сильно полный человек не может подлезть, может даже подложить какие-то дощечки, там наехать на дощечки на все 4 колеса, и все, пожалуйста, меняй. Не надо там надеяться на кого-то или ждать чего-то кого-то. Вот. И существует такой миф, да, что салон автомобиля холодный, несмотря на то, что тут две печки. Я вам хочу сказать, что я, в принципе, холода не испытывал. Но если, вот, допустим, мне вот надо было в мороз как-то съездить по делам, не знаю, на улице сколько было, ну, 25, наверное, было градусов, там 25-27, да, чувствуется такое, что как будто бы салон не совсем прогревается. Но я сделал как, вот где заканчивается задняя скамейка, там просто взял обычную пленку и прямо по периметру я ее закрепил с малярным скотчем. Она следы не оставит, она потом легко снимется, ну, как бы, и потом, кстати, ехал, вообще как бы чувствуется намного лучше, тепла больше, оно никуда не уходит там сзади, ну, просто так грузовой отсек не отапливать, объем мешает. А так, конечно, ну, прохладненько. Если, конечно, вы там целый день мотаете, если там двери, окна не открываете, там не грузите, не разгружаете, возможно, ну, там будет жара. Ну, у меня не было такой надобности, чтобы я целый день где-то там катался, чем-то таким занимался. Вот. А так, конечно, салон большой. Попробуйте обогреть такой салон. Тут около 3 кубов, что ли, там
Я точно примерно не знаю, где-то просто читал, кто-то считал уже. 3 куба объема, попробуйте. Тут это не салон Жигули какой-то. Здесь салон объемный. Вот, его нужно отапливать. Ну, задняя печка, конечно, отапливает, она в ноги дует хорошо очень. Потому что вот я даже, когда я включаю, это просто руку протягиваю там на пол и чувствуется там для сидящих сзади людей вообще ноги в комфорте конкретном. Ай, руки мерзнут. Прохладненько сегодня у нас. Ну, зима еще вроде как. Вот. Завел такую свою сервисную книжку. Я, в принципе, на свои автомобили всегда заводил такую книжечку. Ну, не такую вообще, в смысле, свою книжечку. Это просто уже такая, можно сказать, оригинал от Daihatsu Hijet. Вот, здесь я записываю, какое масло купил. Так, что тут? Ну, какое масло, когда свечи поменял, какие свечи. Колодки вот я менял, да, задние. Ну, в принципе, все. Вот тут еще хочу с другой стороны, на обратной стороне тут написать, какие запчасти, по какой цене покупал. Ну, просто так вот, ну, интересно, когда будешь автомобиль продавать. Ну, я думаю, что приятно, когда человек тебе дает такую там книжечку, и в ней все расписано, что менял, когда менял, по какой цене брал, где брал, в какой фирмы. И, в принципе, до этого предыдущие 2 автомобиля было. Вот у меня всегда были такие сервисные книжки. Ну, приятно. Мне было бы приятно, если бы я покупал машину, мне дали бы такую книжку, где написана, в принципе, да, вся история, что, когда, чего, почему, зачем и как. Вот. Ключик вот такой, брелочком, центральный замок, ключик оригинал Daihatsu, ну и брелочек, соответственно, тоже такой вот Daihatsu. Все, в принципе, тут все очень просто, все очень доступно, все по-японски. Ну что, вроде бы я все хотел сказать, показать. В принципе, если кому-то интересно, да, там как я огораживал багажный отсек, пленочки натягивал, не знаю, там пишите в комментариях, я могу скинуть видео, у меня там есть коротенькое видео, где я это заснял, как это у меня получилось. Просто, ну, кустарным способом, там буквально за 15 минут я это все сделал легко. Единственное, что там делал, было прохладненько на улице, да. Ну, предварительно, конечно, печку включал, салон как-то вроде прогрелся. Ну, на теплую или в бокс, если есть, там, или гараж какой-то, там будет намного круче и быстрее, и удобнее, и комфортнее. Вот так вот. А сейчас, ну, кто будет там, если вдруг, вот я как сказал, интересно, напишите в комментариях, и я залью этот ролик, и посмотрите, как я это сделал, как это у меня получилось. Колеса, кстати, многие ставят, покупают во Владивостоке. У меня была предыдущая Daihatsu, она была на липунах. Здесь шипы стоят. Не знаю, как у кого какой опыт. У меня есть опыт езды и на липунах, и на шипах. Я вам хочу сказать, что разница огромная есть, она существует. Шипы намного лучше. На предыдущей Daihatsu я так и отъездил на липунах. Там был постоянный полный привод. Ну, ездил вроде нормально, там просто как осторожничаешь и все. Потом у меня был заднеприводный автомобиль Hyundai Porter. Я ездил первую зиму на липунах. Я вам хочу сказать, что это, блин, ну это просто беда для водителя. Так что многие, если говорят, что липуны там отличная резина, нет. Я поставил после этого шипы, ну, небо и земля. Я, можно сказать, снял все такие большие страхи. Я начал маневрировать намного круче, лучше, быстрее где-то там подгазовывать. А на липунах вообще, можно сказать, как корова на льду. Вот, тем более на заднем приводе. Груженый, да, груженый, он прет там нормально было для него. А пустой, ну, как бы там порой даже не тронешься. Я с собой песочек возил там и остальные прибамбасы, лопаты, там решетки. Кто знает, тот поймет. Вот, это был обзор по этому автомобилю, который является сейчас лично моим. Пока я полностью доволен, он удовлетворяет все мои потребности. Все. И очень важная такая интересная информация, да, я хочу сказать, что ни для кого не секрет, сейчас многие автомобили приобретают в кредит, берут кредит или там автопрограмма какая-то, да, кредитная, в общем. И каждый месяц потихонечку отстегивают там проценты в банк. И все, в принципе, да, ничего не имеют. Сегодня есть такая возможность. Можно купить автомобиль и не платить со своего кармана. Это, конечно, связано с инвестициями.
Лично так сделал я. Очень классная, крутая программа. Так что, если кому-то интересно, как это все работает, как это можно сделать, не обязательно такой автомобиль, можно купить именно другой автомобиль. Даже если люди приобретают автомобиль, да, за 1 000 000 рублей, ну, отдали 1 000 000, купили автомобиль, и все. А можно сделать так, что этот 1 000 000 будет приносить деньги, будет постоянно приносить доход, и вы не будете париться, на что вам покупать запчасти, на что вам заправлять бензин в бак, да, покупать там расходники, делать ТО. Можно сделать так, что у вас будет тот же самый дополнительный источник дохода. Вот и все. Именно так сделал я. Кому интересно, будет внизу ссылочка. Заполняйте анкету, проситесь там на консультацию. Пока консультация бесплатна. Расскажу, покажу, что как работает у меня, как будет работать у вас, потому что все зависит от суммы, все зависит от автомобиля, который вы хотите приобрести. Ну и от ваших, конечно, желаний и амбиций. Все очень просто. Мир возможностей. Так что есть люди, которые возможности не пропускают мимо, есть люди, которые их пропускают мимо, есть люди, которые потом жалеют об этом. Вот у меня были такие моменты, да, когда что-то, какой-то шаг, какое-то действие не сделал, но потом чуточку сожалел об этом. Поэтому не жалейте, пробуйте, узнавайте, интересуйтесь, изучайте, внедряйте, если, конечно, вам это интересно. Вот. Мне так, допустим, интересно иметь дополнительный источник дохода. И иметь такой источник дохода, который вам поступает, независимо от того, чем вы занимаетесь. Спите, кушаете, отдыхаете, работаете, где-то еще там путешествуете, не знаю, просто общаетесь с людьми, там, где-то находитесь вообще неизвестно где, а какой-то процент определенный вам падает постоянно, каждый день, каждую неделю, каждый месяц. А если вы все сделаете правильно, то это будет у вас на протяжении всей жизни. Все, спасибо за внимание, за то, что смотрели мой обзор. Он получился очень, я уверен, очень долгим, очень, может быть, для кого-то покажется нудным. Ну, все, что я хотел рассказать, я рассказал. Ну и, конечно, там, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Возможно, у вас был опыт владения таким автомобилем. Есть, может, какие-то дополнения, напишите, что я упустил, возможно, недорассказал, может, что-то скрыл, да. Ну, все невозможно рассказать про автомобиль, его нужно почувствовать, на нем нужно покататься, его нужно попробовать в деле. Ну, это, в принципе, как и любой автомобиль, да. Я могу рассказать только о тех автомобилях, на которых я ездил, был за рулем, а о других ничего не могу сказать. Все, спасибо за внимание. Подписка, комментарии, ставьте колокольчик. Ну и записывайтесь на консультации, если вам что-то интересно по поводу приобретения автомобиля. Ну, можно сказать, с выгодой материальной и экономической выгодой для вас. Все, пока.